Всем доброй ночи, друзья мои. Поскольку вуду получается у многих и нравится делать ритуалы вуду моим зрителям, потому что результат всегда есть, и он очевиден. Поэтому я хочу подарить вам еще одну работу вуду. Это чистка денежных дорог. Я говорю по старинке, а в старину так и говорили. Перекрыта дорога или открыть дорогу, денежные дороги, открыть пути дороги и так далее. Вот эти вот новомодные слова, денежные каналы, очищать. Знаете, мне напоминает больше стоматологию, поэтому каналы какие-то открывать, очищать. Я по старинке буду говорить, уж извините. Сейчас мы с вами очистим денежную дорогу. И у вас очень быстро откроется дорога к деньгам. И если есть какие-то препятствия к деньгам, если есть какие-то, знаете, закрытие дорог, да, они откроются непременно. Вуду практически у всех получается. Итак, здесь 5 элементов. 5 красных свечей, восковых обязательно. 5 продуктов. Это чечевица. Вот так сыпите чечевицу, вот делайте похожее. Значит, следующее гречка, далее рис, кофе и сахар. 5 элементов. Потому как на самом деле существует 5 стихий. 4 стихии мы знаем: огонь, вода, воздух, земля. Есть 5-я стихия, которая называется пространство, или ментал, или эфир. Некоторые спорят с этим. Спорить здесь нечего. Испокон веков Питак, 5, он считался знаком у разных культур. Например, в славянской культуре скидывание на пятак, да? В восточной культуре пятак, динара, это набирание денег. Поэтому 5-й элемент, то есть вот по 4 дорогам бедность уходит, в 5-ю дорогу абсолютно исчезая. Вы должны на тарелку посыпать злаки и остальные продукты вот таким образом, образуя солнце. 5 лучей делать из кофе, из риса, и все, чечевица и прочее, это уже не важно сколько там. Смотрите, извиняюсь, обращаемся к духам-хранителям денег и имущества, а их знаки вуду солнца. Здесь, можно сказать, североафриканское вуду и плюс Сантерия вперемешку. Потому что уже давно именно то самое чистое вуду, которое было изначально, да, которое пришло с чернокожими рабами, уже давно уже видоизменилось. Некоторые элементы остались, конечно, но в любом случае очень много изменилось. Итак, чечевица сыпите, потом круг из гречки, малый круг рис, 5 лучей из риса делаем, как солнце, 5 лучей из кофе, по 5 получается, сверху сахар. Далее коньяк или водку берете, который в конце нужно будет вылить. Здесь у нас сушеные, немножко я сверху полила спиртом, чтобы быстрее горели, сушеные лепестки роз. Значит, заранее это все подготовьте, потому что ритуал сильный, и он требует полной отдачи. Вы должны сделать полностью так, как нужно. А если вот этого нет, если того нет, значит, возьмите другой ритуал, в котором у вас, то есть где там у вас все есть. Потому что если вы делаете вуду, вы должны делать как положено. Итак, зажигаете свечи, после лепестки роз, и начинаете читать 5 раз. После чего нужно свечи потушить, свечи можете выкинуть, сверху поливаете спиртное или, то есть спирт или коньяк. Это оставляйте до утра.
это духом откуп за открытие ваших денежных дорог. Оставляйте до утра, а утром выносите и оставляйте возле дерева. У себя в саду можно? Да, можно. Можно у себя в саду. Здесь особо не принципиально. Здесь главное, чтобы до утра это находилось. Можно на подоконник поставить, можно на где-нибудь высокое место. Некоторые спрашивают иногда, кошки любопытные могут полезть туда. Вот что делать, если такое случилось? Ну, ничего не делайте, что ж теперь, ничего страшного. В принципе, они на живых существ не сердятся. Но постарайтесь, чтобы такого не было. Духи должны забрать свой откуп, свою жертву. Мы питаемся молекулами еды. Ой, извиняюсь, физической едой, неправильно. А духи питаются молекулами еды. Учтите это. Именно поэтому Вуду и приносят в жертву злаки и все прочее. Так, сейчас ты тоже пойдешь в жертву туда. Именно потому, что энергия еды, она как бы питает те силы, тех духов, которых вы призвали для того, чтобы они помогли вам в той или иной ситуации. Итак, начнем. Сейчас, секунду. Еще раз зажжем, чтобы горело. Пока у нас лето, вот пока жарко еще, я стараюсь на улице проводить как можно больше ритуалов. И чисто, и спокойно, и интересно, да и хочется насладиться этими теплыми днями. Начнем. Орохо, Ямото, Накуита, Кучома Уфисады, Чома Лаана, Нисафише, Кувате, Кетеза, Адио Зангу, Чома Мовази, Я Маадуши, Маадуи, извиняюсь, слова похожие. Чома Матендо, Я Адуи Зангу, Нинаомба, Мсаада Кутука, Квамотом, Миунгу Исафише, Парабара Зангу, Миунгу Руфун, Гуанджия, Запеса, На Ивегивио. Я надеюсь, не нужно напоминать о том, что это составлено мной, потому что я владею языком вуду. Это не тот язык, на котором люди разговаривают. Есть очень много элементов, которые касаются именно вуду. Кстати, очень приятно пахнут розы сушеные. Именно вуду, язык вуду, на котором составляются работы. Есть еще и монгольский язык магии, на котором составляются работы. Это не... То есть не имеется в виду, что нужно владеть именно языком суахили. Начнем. Орохо, Ямото, Накуита, Кучома, Уфисады, Чома Лаана, Нисафише. Отвлекают меня эти мотыльки. Кувате, Кетеза, Идиу Зангу, Чома Мавазо, Я Маадуи, Чома Матендо, Я Адуи Зангу, Нинаомба, Сада Кутука, Квамотом, Миунгу Исафише Барабара Зангу, Миунгу Уфунгуа Нджия Запеса, На Ивегивио. Орохо, Ямото, Накуита, Кучома Уфисады, Чома Лаана, Нисафише, Кувате, Кетеза, Адиу Зангу, Чома Мавазо, Я Маадуи, Чома Матендо, Я Адуи Зангу, Нинаомба Мсаада Кутука Квамотом,
Miungu isafishe barabara zangu. Miungu hufungua njia za pesa na iwe hivyo. Oroho ya moto na kuita kuchoma. Ufisadi choma laana nisafishe. Kuwateketeza adui zangu. Choma mawazo ya maudhi. Choma matendo ya adui zangu. Ninaomba sanda kutoka kwa moto. Miungu isafishe barabara zangu. Miungu hufungua njia за песа на иwe hivyo. Уж не знаю, я 5 раз прочитала или нет, но в любом случае, пока свечи догорают, вот, неважно, против часовой или каким образом вы льете, главное, вы выливаете спиртное, а потом это оставляете до утра. И после высыпаете на землю, под дерево или где-либо еще. Молча уходите, ничего не нужно говорить. Это ваша жертва духа. И за несколько дней вы заметите, как из закрытости денежных дорог у вас наступит период такой оттепели, знаете. Постепенно начинает открываться. Опять из разных источников начинают идти деньги постепенно. Ой, я думаю, я еще кое-что сниму. А пока что этого достаточно, поскольку я все объяснила. Но что касается текста, друзья мои, текст, еще раз напомню, я напечатаю в течение нескольких дней. Поэтому имейте уважение и терпение. Переждите или перепишите то есть моими словами. Вот останавливайте видео, переписывайте. Просто миллион раз спрашивают. Надоело уже объяснять, говорить. И, честно говоря, надоело это бестактность, если честно. Всем удачи!